Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какой у меня есть кулончик. Я специально покупала этот кулон, так как у нас следующий год будет год тигра. И посмотрите, какой он красивый. Тигренок с зелеными глазками. Вот такая подвеска. Объемная, хорошего качества, позолоченная. И я хочу сделать зелеными бусинками. Так как у меня осталось с предыдущего украшения не так много бусин зеленых, это 12 миллиметров граненые халцедоны, и 6 миллиметров остались бусинки. И еще есть ниточка 4 миллиметра, это из одного магазина все я покупала. Так как я хочу сделать примерно 2 или 3 ряда, я посмотрю, как мне будет хватать бусин. И я еще подобрала вот такие бусины, я показывала вам в распаковках. Это каменные бусины, тоже подходят по цвету. Рондели вот такие красивые. Я думаю, хорошо будут они вместе смотреться, так как цвет хорошо совпадает с этими бусинками. И я планирую сделать 2, а может быть 3 ряда. Я хочу разбавить эти бусинки зеленые. И вот теперь думаю, есть у меня круглые вот такие бусинки 6 миллиметров. Это сердолик. Вот посмотрите, как бы тигренок у нас такого цвета хорошо подходит, да? И есть сердолик вот такой, голтовка такая. Разные тут бусинки. И по цвету есть разные, и по форме, и по размеру. Но можно выбрать, я думаю, здесь какие-нибудь поменьше, примерно вот такого размера. И у меня теперь стоит дилемма. Какие лучше поставить? Или эти бусинки, или эти? Что бы вы поставили? Может быть, эти все-таки круглые? И я думаю, если их проставить, совсем немножко, вот у меня остаток остался. И я думаю, неплохо будет смотреться зеленый с такими оранжевыми бусинками. Как вы думаете? И поэтому я планирую как бы увеличить длину этими бусинками крупными. И получится у меня 3 ряда. Здесь большой такой бэлик, куда спокойно пройдет 3 тросика и 3, я думаю, 3 ряда бусин. И где-то посерединке украшения я буду ставить, вот проставлять примерно вот на расстоянии каком-нибудь, я еще точно не знаю, буду набирать и смотреть, как будет это смотреться. В общем, проставить бусинки. Тоже у меня их, видите, 8 бусин осталось. Ну и во второй ряд можно поставить оранжевые бусинки. И в третий ряд, может быть, вот эти бусинки. Ну и на окончание пойдут маленькие бусинки. И собрать в 3 ряда и поставить вот такие шапочки по краям на окончание. И закроется, да? Вот такой у меня план. И хочу это сейчас вместе с вами сделать и показать, что у меня получится. Украшение я не хочу длинное делать. Сантиметров, наверное, 55-60, чтобы на груди лежала подвеска красиво. Ну, сейчас начну делать и показывать вам. Тросик я возьму 0,30 миллиметров, потоньше, так как я не думаю, что оно будет тяжелое. Бусинки не такие тяжелые, маленькие по размеру, по диаметру. И кулон не такой уж он и увесистый. Как раз 3 ряда тоненького тросика все выдержит. Сейчас я отмерю, наверное, примерно 65 сантиметров 3 тросика и буду набирать. Фурнитура у меня будет вся позолоченная. И хочу где-то проставить вот этот гематит. Он маленький. Мой любимый гематит. Хорошо дает блеск между бусин. Тем более малюсенькие бусинки
Я думаю, будет красиво смотреться. И буду набирать бусинки. Ну и потом еще 2 ряда я проставлю, наверное, уже другие бусины здесь будут. Но это первый ряд у меня. Первый ряд, я думаю, поставить вот такие бусинки 12 миллиметров. И, например, потом 3 бусинки набрать маленькие. Вот как первый ряд у меня получается. Посмотрите, как здорово смотрятся все-таки эти бусинки. Они маленькие, их не видно, но они дают свой блеск и немного увеличивает размер, длину, то есть украшения. Через 3 бусинки я ставлю эти гематитовые. Это еще не все у меня набрано. Вот осталось, я еще буду набирать. А сейчас я хочу начать второй ряд делать. И хочу посмотреть, как мне здесь поступить правильно, чтобы в бейл что-то прошло. Так как этот будет пониже ряд, я думаю. Хотя они будут потом, наверное, перекручиваться вместе. Ну, посмотрю, как. Пока не наберешь, не посмотришь, не могу сказать точно. Да? Как всегда мы что-то планируем, а потом происходят какие-то перемены. Что-то не подходит. Вот теперь я думаю, что мне лучше. Наверное, может быть, несколько бусин поставить гематитовых, чтобы они прошли в бейлик. Так как здесь уже будут другие бусинки у меня стоять. И поставлю уже вот эти крупные бусинки. Так, вот эту бусинку, чтобы они вот так легли. Ну вот сейчас я буду набирать уже второй ряд и покажу, что набрала второй ряд. Что-то я переживать стала, что у меня не хватит зеленых бусин на окончание. А может быть, хватит, так как, видите, решила 3 ряда делать. Но если вдруг не хватит, у меня еще есть, ну, такие бусины, но уже, видите, цвет немножко другой, посветлее. Ну, это на всякий случай. Я думаю, может быть, и хватит. Так, теперь делаю третий ряд. Здесь набрала я 6 миллиметров. И теперь я хочу попробовать сердолик поставить. Теперь надо еще мне набрать под бейл вот эти бусинки гематитовые. Сколько я здесь поставила? 4, по-моему. Как это будет выглядеть? Это, конечно, надо все собрать. Ну, я думаю, неплохо. Ну и сейчас я попробую сердолик поставить. Еще я нашла вот эти бусины, темные. Это с той же компании бусины. Только 8 миллиметров, я показывала вам, ниточка была потемнее, хотя один и тот же товар. Только вот бывает что-то светлее, что-то темнее приходит. И я попробую сейчас их поставить, как будут выглядеть, интересно. Ну, я думаю, ничего страшного. Они все равно будут, наверное, перекручиваться. Сейчас попробую. Вот, посмотрите теперь, как у меня в итоге получилось. Я поставила позолоченные бусины, и как они сюда хорошо вписались. Хорошо смотрятся прям с тигром. Сочетание хорошее. И увеличились бусинки, и хорошо теперь смотрится. Я померила, очень здорово. Теперь мне надо вторую сторону закрыть, так как я поставила уже колпачок. И сверху поставила колпачка шапочку. Вот такую. Закрутила пин в несколько рядов. И теперь держится насмерть. Посмотрите, вот как я сделала петельку. Закрыла 2 кримпами все 3 тросика. Потом провела тросик провела я в петельку. Беру пин. Немного надо раскрыть его, чтобы надеть. Продеваю в петельку и также надеваю вот эти 3 ряда окончания.
И теперь мне надо зажать вот это крепление. Зажимаем хорошо. Прям сильно-сильно зажимаю. И оно практически не двигается. Все, обрезаю я тросик. Все равно этот тросик под колпачком не видно. Немного надо выровнять, чтобы ровненько было. Вот так у меня 2 кримпа держит все 3 тросика. Теперь я провожу шапочку в колпачок. Это все заходит в шапочку. Берем инструмент и продвигаем немного. Это все спряталось. Видно вам, да? Теперь я беру колпачок, ставлю его сверху этой шапочки. И теперь мне нужно здесь также загнуть, как на той стороне, петельку. Беру круглогубцы и придерживаю, только не кончиками, немного дальше. И с этой стороны берем сначала руками, а потом я уже беру, переставляю и беру плоскогубцы. Сначала немножко я руками могу подкрутить, пока позволяет. Ну а теперь я беру инструмент, то есть плоскогубцы, и кручу вниз, чтобы вот это пространство у меня закрылось. Переворачиваем потихонечку, потихонечку. Это все закручивается и получается аккуратненько. Вот так. Получается здесь колечко. А кончик надо нам обрезать теперь. И теперь немного подровнять можно петельку, чтобы она была ровно. Этот кончик надо зажать, чтобы он спрятался. С этой стороны я хочу поставить колечко. Вот такие позолоченные колечки. Я их, наверное, надену друг на друга 3 штуки. Так как у меня нет такой цепочки, удлиняющей именно позолоченной, я возьму примерно 3 колечка, можно 4, и сделаю из них цепочку. И у меня получилась такая удлиняющая цепь. Можно крепить за любое колечко. С другой стороны я поставлю карабинчик. У меня вот такое плотное кольцо. Нержавеющая сталь, я показывала вам. Очень плотная. Тут нужно усилие. Карабин хорошего качества. Вся фурнитура у меня с покрытием золота или нержавеющая сталь. И пины тоже. Вот так получается. И здесь можно теперь надеть на любое кольцо. Тем самым можно увеличить немного украшение. Оно не получилось длинным. Сантиметров 55, я думаю. Сейчас я померяю его. Получилось украшение 50 сантиметров. Очень хорошая длина. И красиво будет смотреться кулон
впереди на груди. Обязательно посмотрите фотографии, как выглядит украшение. И здесь крепление очень крепкое. Получилось все идеально красиво, на мой взгляд. Под бейл я поставила гематитовые бусины. И посмотрите, как все лежит аккуратненько, не двигается, потому что бейлом все держит. Все аккуратненько, бусинки проставлены через гематит. Они дают такой блеск золотой. И хорошо смотрятся даже вот эти бусины. Слепила из того, что было. Бусин было мало больших, крупных, ну и маленьких было всего 2 ниточки. Зато получилось такое красивое, богатое украшение, 3-рядное и еще с таким нарядным кулоном, так как сейчас будет Новый год и год будет тигра. Надеюсь, это украшение кому-нибудь понравится, кто-нибудь себе захочет приобрести, пишите, всем отвечу. Кому понравилась моя идея, напишите мне комментарий, мне очень интересно. Ну а кому понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Много еще интересного впереди. Я не прощаюсь с вами. До скорых встреч, всем пока!